Как только Александр открыл дверь своего дома, его сразу окутал запах животного. Лиза поспешно вытирала лужу посреди своей комнаты, когда в нее вошел отец. «Это что такое?» — грозно спросил он. «Пап, ну, пожалуйста, он же такой милый!» — умоляла девочка, пряча за спиной маленького щенка. «Ты же знаешь правила. Никаких животных в доме», — категорично заявил отец. «Ты никогда ничего мне не разрешаешь», — выкрикнула в ответ Лиза. Может быть, на этом все и закончилось бы. Но в тот вечер Александр был до предела уставшим после долгого рабочего дня, а у Лизы накопилось слишком много претензий и обид. Они кричали друг на друга, как безумные. Тем временем пушистый малыш решил исследовать окружающее пространство. Он подбежал к рабочей сумке мужчины и начал тереться о нее. Сумка упала на бок, и Александр закричал, словно его ранили. Перед глазами поплыла пелена злости. Он впал в такую ярость, что Лиза моментально спряталась под кровать. Мужчина оттолкнул щенка от своей сумки и начал рыться в ней. Щенок отлетел к столу, больно ударившись головой о ножку. Александр весь покраснел от злобы. Он схватил щенка за загривок, открыл окно и вышвырнул его наружу. Затем он громко хлопнул дверью и вышел из комнаты. Лиза долго не решалась снова показаться отцу на глаза. В своих страхах, обиде и гневе люди забыли про щенка. А тот лежал посреди двора, не в силах пошевелиться. Все тело болело, а по голове текла теплая жидкость. Щенок не мог даже лапой дотянуться, чтобы смахнуть ее. Он не видел, как совсем рядом остановилась машина. Из нее выбрались женщина и мужчина на костылях. «Боже мой!» — ахнула Ира. Она помогла мужу выйти, обернулась к дому и заметила щенка, распластанного на траве. «Удивительно, но он жив», — заметил Павел. «Жив?» — усомнилась Ира. Она потянула мужа в дом, но тот мягко отстранил ее руку, оперся на костыли и направился к щенку. Животное действительно дышало. Чтобы это понять, нужно было внимательно присмотреться. «Точно, живой», — удивилась Ира. Она сбегала в дом, принесла пустую коробку и аккуратно уложила туда щенка. Когда они вернулись в дом, Павел опустился на край ванны. Он тщательно вымыл руки, взял малыша и стал осторожно очищать рану на голове. Ира в это время грела молоко на плите. Щенок был слишком слаб, чтобы есть сам. После ванны его накормили из шприца. Ночью он спал в коробке, а утром Павел и Ира повезли его в ветеринарную клинику. Врач, выслушав рассказ, печально покачал головой. После осмотра он произнес неутешительный диагноз. У щенка тяжелая черепно-мозговая травма, сломана челюсть в 2 местах, все тело покрыто гематомами. Он сомневался, что малыш выживет. Но Павел и Ира решили бороться. Каждая жизнь — дар, который нельзя обесценивать. Ежедневно они делали уколы, промывали рану, закапывали поврежденный глаз. Из-за травмы челюсти щенка кормили только через шприц. Павел даже шутил: встретились 2 инвалида. Он сам только недавно вернулся из больницы, где перенес сложную операцию на колене. Реабилитацию он проходил дома, пока Ира работала. Вся забота о щенке легла на него. Он брал малыша на руки с трогательной осторожностью, строго следовал указаниям врача, кормил по часам, наблюдал за каждым изменением. Такое внимание дало свои плоды. На 10-й день щенок попытался подняться на лапки. Он даже начал играть с солнечным зайчиком. Прогресс вдохновил супругов. Постепенно исчезли гематомы, затянулась рана. Малыш стал обычным, игривым, любопытным щенком. Он так привык к Павлу, что воспринимал его как маму. Следовал за ним по пятам, совал нос во все. Колено Павла восстановилось, он вернулся на работу. Щенок поначалу тяжело переносил разлуку. Ждал под дверью, устроил себе гнездышко из старой куртки хозяина в прихожей и там спал до вечера.
Щенку дали имя — Макс. Ветеринар оформил документы, указал новых хозяев. Павел и Ира относились к нему как к ребенку. Играли, обнимали, радовались каждой новой забаве. А Макс отвечал им громким довольным повизгиванием, лизал руки и ластился. Со временем он превратился в большого веселого пса. Любил гоняться за мячиками, охотиться за насекомыми в саду. Однажды Павел притащил из машины новый комод. Пока носил его по частям, оставил входную дверь открытой. Любопытный пес выскользнул наружу. «Ой, какой хорошенький песик!» — воскликнула девочка. Она спускалась с родителями по дорожке и тут заметила Макса. Пес обернулся на голос. «Смешной какой! Смотри, пап!» — показала на него девочка. Мужчина подошел ближе. Он уже хотел отвернуться, но морда животного показалась ему странно знакомой. «Необычный», — хмыкнул он. В этот момент с крыльца вышел Павел. Он услышал слова соседа и рассказал, как они нашли щенка. По мере рассказа мужчина напротив заметно побледнел. Девочка тем временем гладила Макса. Он сначала ластился, но вдруг зарычал, вывернулся из рук и резко прыгнул на мужчину. Разорвал одежду и скрылся в доме. Все были ошарашены. Павел тут же начал извиняться. «Простите, я не понимаю, что на него нашло. Обычно он ласковый, не агрессивный. Я все компенсирую. Он вас не укусил? У него все прививки. Могу показать справки». «Не нужно», — жестко сказал сосед. «Все нормально. До свидания». Он схватил дочь за руку и быстро ушел. Жена пыталась возразить, но он велел ей молчать. Павел нашел Макса у кровати. Тот выглядел спокойно, разве что настороженно оглядывался. К вечеру он снова был обычным веселым псом. Павел рассказал Ире об инциденте. Он набросился на соседа, разодрал одежду. Я даже не успел ничего понять. Надо бы зайти, извиниться, возместить ущерб. Ира гладила пса. Выслушала рассказ и вдруг тихо сказала: «Не надо. Ты ведь знаешь, Макс никогда ни на кого не бросался. Значит, это была не случайность. Окна их спальни как раз выходят на тот газон, где мы его тогда нашли. Наверное, он узнал своего обидчика и просто отомстил. Поверь, разорванные вещи — это мелочь по сравнению с тем, что пережил Макс». После того случая Макс прожил еще долгую и счастливую жизнь, наполняя дом радостью. А бывший сосед старался обходить дом Иры и Павла стороной. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.